Когда я пришла в Cybersport, у нас была одна из первых задач — это уйти из Bittrex на другую админку, удобную, понятную и более адаптивную под задачи. Пришли дизайнеры, стали делать редизайн, конечно же, если уж уходить, то с новым дизайном. И постепенно макеты мне отдавались. У нас было несколько релизов киберспорта, несколько редизайнов, и, наверное, это так у нас ведется разработка. В общем, мне часто приходится работать с дизайнерами, макеты приходят мне, я их верстаю, обсуждаем обязательно. Если что-то не могу, мы обсуждаем, как можно упростить. Но чаще всего я говорю, что все реализуемо, потому что вообще-то все реализуемо. К работе я быстро адаптируюсь всегда. Мне понадобилась неделя, чтобы разобраться с этим битрексом и понимать, как туда верстку пихать свою. Вот. А именно как к людям, то я, в принципе, всегда долго привыкаю. Там и были люди, которые очень здесь такие прям гиперактивные, общительные, и как бы выводили на разговоры. И таким образом, наверное, за эти 2 года мы друг друга все узнали. И, в принципе, сейчас для меня это вот моя вторая семья. Я скучаю по тем, кто с нами работал, и очень рада, кто пришел, потому что люди новые тоже интересные приходят, и интересно поработать. Наша команда состоит из 5 человек. У нас нет такого: вот я поставил тебе задачу, ты должна это сделать. Нет, подходит и говорит: слушай, ты видел задачу? А ты можешь ее сделать? Я говорю: да, могу, спасибо. Вот это мне нравится в работе, потому что, как-то позитивно влияет, наверное. Я постоянно просто читаю что-то, я сижу постоянно на CodePenny, это для фронтендеров, может быть, известный сайт, там открытый код, и это вот такой сайт. Тут вот такие вот, грубо говоря, пены выкладывают, да, когда заходишь внутрь, то тут код. Для меня, если я не прочитаю его, какой-то журнал, все, мне кажется, я выпал из жизни. В перспективе я надеюсь вырастить ведущего фронтенд-разработчика. Так как я в этой сфере 5 лет скоро будет, мне кажется, все это время я была больше в поисках того, куда мне уходить. Потому что здесь можно идти в разработчики игр, да, там разработчики VR, там. Сейчас я знаю, что хотелось бы в будущем работать на себя. Чтобы стать ведущим фронтендером, нужно знать же React, Backbone, Knot и так далее. Я с этим всем так, по чуть-чуть, по 5 минут, грубо говоря, поработала, никогда не было каких-то крупных задач, проектов. Вот, хотелось бы, чтобы у меня были проекты с этим связаны. Наверное, самые крутые задачи — это когда надо сверстать как вчера. Тут надо уметь проявить смекалку, быстро все это как-то продумать, внедрить, еще желательно не костылить и внедрить так, чтобы нашу уже систему не ломалась логика и не пришлось потом сидеть перепиливать еще. Так как мы работаем над одним проектом, бывает все вместе, да, сразу. Бывает так, что мы работаем, в одном и том же файле. Бэкэндер вывод какой-то делает, а я в это время как раз разметку пилю или там верстку класса добавляю. И чтобы не было у нас конфликтов, в зависимости от задачи, у нас ставится в жире задачи, там номер задачи, мы ставим ветки номер. Когда мы все закончили, мы пушим в репозиторий и создаем реквест, и наш Team Lead, он, ведущий разработчик, он обязательно смотрит, проверяет, что было внесено, какие конфликты происходили. Если конфликты с моей стороны, он говорит мне проверить, устранять эти конфликты, если конфликты там устраняют. Он все это мержит и заливает какую-то одну ветку для того, чтобы на стейдж выкатить. Вот. Ребята тестируют у нас, смотрят, все ли правильно, все ли хорошо. И если все хорошо, тогда выкатывают уже в мастер, все это заливают. Наверное, сейчас модно, на мой взгляд, это технологии 3D, 3GS, WebGL, Canvas. Потому что, мне кажется, сейчас каждый второй сайт выпускается именно, без Canvas не выпустится. Этот человек меня вдохновил тем, что он задал себе, он дизайнер в основном, но как бы немножко программирует, как я поняла. Но он задал для себя цель, вызов сделал себе, что в течение года он каждый день изучает новую технологию и выкладывает что-то, новый постер, такой работу новую каждый день. Вот, в течение года это он делает. И он делает вот такие вот крутые вещи, что-то типа вот такого. То есть он вроде как такие постеры делал, как дизайнер, да, но в то же время на технологии 3GS, Canvas, это все. Вообще вот мой профиль на CodePenny, и тут я выкладываю такие штуки. Бывает, чаще всего экспериментирую с анимацией на Сасе, да, сделать какую-нибудь прикольную анимацию. Я могу назвать свою работу творческой, потому что я постоянно взаимодействую с дизайнером, мне постоянно нужно понимать, почему они сделали так и не так. Все-таки я люблю реализовывать, что-то делать, а не вот сидеть и думать, может быть так сделаем, может быть так сделаем. Вот, мне хочется сразу, давайте сделаем. Вот только с мая, получается, перешли в Mail.ru, все это время мы работали же, считай, в Salesforce холдинге.
Вот, поэтому пока я за месяц не ощутила каких-то весомых изменений, наверное, и мы остались на месте, да, мы работаем над теми же проектами, и как бы нас никто там не беспокоит по каким-то другим проектам в мейле, потому что, мы Тиберспорт, наша задача делать это. Мне лично работать прекрасно, потому что я работаю в этом прекрасном здании Йота-Арена, у нас вот такой офигенный офис, чисто для разработчиков и вот дизайнеров наших. На мой взгляд, крутой код должен быть, самое главное, читабельный, чтобы другой человек мог зайти и прочитать, что там сделал человек. Моя работа — это, во-первых, мое хобби. Я, в принципе, всегда чем-то таким занимаюсь, и дома, и на работе, да. Во-вторых, я люблю именно эту работу, потому что здесь у меня коллектив офигенный. Мне очень нравится с этими ребятами работать, общаться. В-третьих, наверное, то, что со временем можно действительно отвязаться от места, да, от офиса, и потом, начать там путешествовать и в то же время и работать. Вот в моей сфере это круто. Я не назову себя игроманом вообще, не киберспортсмен. И когда я сюда пришла, я, в принципе, даже доту, наверное, не знала, что это. В целях профессиональных я поиграла пару раз в доту, но не взошло. Вот. Но в целом я играю в игры в школьное время. Наверное, поэтому мама думала, что мне надо быть на программиста, потому что я очень много играла. Когда я знакомилась, например, с парнями, и они спрашивали о моей работе, я говорила, что там делаю сайты, например, то сразу, конечно, было: вау, девушка, еще и разработчик, ого, я так говорю, потому что на самом деле меня лично это немножко раздражает уже. Я считаю, что я работала с девушками-разработчиками, и здесь тут не надо делить на какую-то гендерную принадлежность. Здесь, если человек умеет думать, он будет делать все, неважно какого ты пола. Когда появится девушка, которая разработала что-нибудь наравне с Илоном Маском, со SpaceX или не знаю, какой-нибудь не Microsoft, а Ladysoft, я не знаю, какой-нибудь крутой софт, которым все будут работать и действительно восхищаться, и это действительно сделала женская команда. И тогда, мне кажется, может быть, возможно, люди начнут как-то вот это все переосмысливать.